Коничуа, дорогие друзья! Всех приветствую на канале White Legs Company. С вами Сенсей. У всех прошу прощения, что давно не слышались, поэтому постараемся разобрать оперативно, что же произошло за 2 недели в Karate Combat. А также, уже по традиции, хотели бы отметить всех оставивших комментарии под нашими роликами. Именно благодаря вашим комментариям мы чувствуем конструктив и поддержку, и рады каждому фанату, будь то просто любитель карате или даже профессиональный боец. А пока готовьтесь к разбору новостей и только вперед с каналом White Legs Company. Первое, что сразу хотелось бы отметить, это новая локация а-ля турнир из будущего. Огромная арена с миллионами фанатов. Однако не все так радужно и прекрасно. Лично мне эта локация не настолько зашла, как предыдущие, более продуманные Окинава или Голливуд. Более того, локации будущего уже встречались в предыдущих сезонах Karate Combat, поэтому сложилось впечатление, что у креативных продюсеров просто закончились идеи. Во-вторых, это наигранный звук фанатов. Такую фичу во время карантина использовали те же самые ВВЕ, и искусственный гул фанатов просто портил атмосферу. Здесь, к сожалению, повторилось то же самое. Ощущение, что ты попал в фильм «Дети шпионов из нулевых». Кто помнит, оставляйте обязательно комментарии. В общем, с точки зрения атмосферы карате, ход, такое себе. И последнее, что бы хотелось отметить, это даже не мой именно комментарий, а комментарии западных фанатов о том, что было бы здорово вернуться к формату турнира. И даже тут стоит порассуждать. Действительно, ростер бойцов пополняется. Следить за ними все труднее и труднее. Именно для этого я подумываю сделать разбор всех весовых карате, комбат и пройтись бегло по бойцам. Но тут с комментариями о формате турнира я тоже соглашусь. Давайте называть вещи своими именами. Карате комбат, к сожалению, пока не находится на том же уровне, что и UFC или Bellator, и относится больше к сегменту профессионального поп-ММА. Формат турниров в данной ситуации позволяет намного проще привлекать и проводить новичков в лиге, то есть де-факто помогает им больше раскрыться. А бойцы прошлых сезонов также ничего не теряют. Лучше останутся топовые бойцы, и худшие вылетят. Конкретно в данном примере мне импонирует формат раннего Беллатора, нежели даже того же самого сейчас ПФЛ, когда чемпиону лиги бросает вызов чемпион турнира за весь сезон. Поэтому Karate Combat, несмотря на то, что очень крутая лига, ей есть куда расти и развиваться. Дальше мы переходим непосредственно к боям. И первый бой — это дебют в лиге карманного ниндзя Дмитрия Новикова, представителя России, против венгра Николаса Лукаса по прозвищу Рыжая Лиса. У Лукаса это второй бой, и рекорд у него в лиге отрицательный, но то, какой бой он закатил в прошлый раз, и показанные в бою сила, воля и выдержка отдельно заслуживают уважения к бойцу. Сразу скажу, что бой прошел всю дистанцию, в ударке было абсолютное преимущество за Новиковым. Единственное, немного подкачала борьба, но это также поправимый аспект. А так, карманный ниндзя проявил себя просто блестяще, забрал победу абсолютным единогласным решением судей себе в копилку, с чем мы его безумно поздравляем. Я очень также порадовался количеству фанатов в комментариях, поддерживавших его. А вот Лукасу пора менять что-то в тактике. Держак у него, конечно, будь здоров, но такой прямолинейный стиль ведения боя не приведет его ни к чему хорошему. Далее был бой в среднем весе. Здесь у нас был представитель Испании
Агора де Гастенде со счетом 2-2 в лиге и доминиканец Джордж Перес по прозвищу Эль Пра с рекордом 2-1 в лиге. Первый раунд был достаточно спокойным, но, как мне показалось, большую его часть и также часть второго раунда забрал доминиканец. А вот под концовку раунда, бум, испанец наносит просто блестящий встречный боковой и отправляет доминиканца в мир грез. Честно говоря, я ожидал в этом бою нокаут, но при всем уважении точно не от испанца. И судя по его же реакции, он сам этого не ожидал. Ну, а мы переходим к разбору мейн-ивента. Снова средневесы, крайний бой данного турнира. Андрей Гриневич из Белоруссии с рекордом 0-2 в лиге против Росса Ливина из Соединенных Штатов Америки, у которого данный бой является дебютным в лиге, и стиль, который был прописан, кстати, меня удивил очень сильно, американский карате. Честно, дорогие друзья, я был в шоке от того, как данного бойца сразу же пытались раскрутить. И показали его совместное видео с Лиото Мачидой, который присоединился на этом турнире комментатором. И сделали крутой промо-ролик. В итоге все, что показал американец по прозвищу Турбо, это максимально унылый бой с постоянными попытками переводов. Практически без обострений. А Андрей, кстати говоря, несмотря на то, что было много негативных комментариев, достаточно неплохо встречал соперника, и будь у него нокаутирующая мощь, он бы вырубил американца. Конечно, Росс забирает бой решением, но дальше в лиге ему придется очень и очень сильно попотеть, чтобы добраться до титула. И абсолютно всем бойцам, безусловно, мы желаем скорейшего выздоровления. Двигаемся дальше к турниру, который состоялся на прошлой неделе. Здесь нас ждало всего два боя. Первый — это Александр Божербане из Франции по прозвищу Флэш. Рекорд его в лиге 2-2. Он противостоял одному из главных аутсайдеров, но не менее импозантному итальянцу Габриэлю Серре по прозвищу Величайшее животное с рекордом 0-3 в лиге. На самом деле бой меня несколько расстроил. Серра очень часто нарушал правила и пробивал в затылок, лоу выше колена. Кстати говоря, напоминаю, что по правилам Karate Combat выше колена лоу нельзя пробивать, только в его нижнюю часть ноги как раз таки. И хоть он одержал достаточно уверенную победу решением, отбив ведущую ногу сопернику, но победа была очень грязной. Я надеюсь, что в дальнейшем он как воин проявит себя с лучшей стороны. Его же сопернику стоит также поработать над ближней дистанцией и в целом сближением, потому что если Серра показал хотя бы грязный бой, Флэш не показал практически ничего. Возможно, повлияли его простой и травмы, но, надеюсь, в дальнейшем он сможет реабилитироваться. И главный бой — это противостояние за титул 84 килограммов. Звание первого чемпиона этой весовой оспаривали Шахиль Атамов, представляющий Азербайджан. Рекорд в лиге его 3-1, прозвище Лев. Ему оппонировал в этом бою Франклин Мина, представитель Эквадора, с рекордом 3-1 по прозвищу Пуля, дорогие друзья. Оба бойца уже встречались, и тогда раздельным решением победил представитель Эквадора. Поэтому также оба заявили, что не собираются доводить до решения судей и постараются максимально финишировать друг друга как можно только быстрее. А как прошел бой, сейчас мы с вами узнаем. И на самом деле прошел он достаточно односторонне. Атамов в течение 5 раундов бросал и прессинговал своего соперника. Франклин только огрызался ударами ногами, и лично мне бой запомнился на самом деле двумя моментами. Первое — это то, что первым чемпионом 84 килограммов по его итогу стал Шамиль Лев Атамов, с чем мы его и поздравляем. А второе — это то, что на протяжении практически всего боя Лиото Мачида
сидящий среди комментаторов, говорил: больше действий, больше риска. И вы знаете, несмотря на то, что у бойцов в противостоянии сейчас рекорд 1-1, я думаю, что после такого боя о реванше не может быть речи. Безусловно, мы всем бойцам желаем здоровья и успехов в предстоящих боях, но при этом, конечно, особенно в чемпионских боях, хочется увидеть чуть больше экшена, накала страстей, рисков. Поэтому даже вот за 2 турнира, дорогие друзья, прошло 5 боев. Зрелищным я лично могу назвать только бой Дмитрия и Лукаса. В любом случае, всем бойцам огромное спасибо за то, что они себя проявили, показали. Еще раз поздравляем Атомова с таким знаковым событием, с его первым чемпионством в лиге. Ждем следующие турниры. А вы, дорогие зрители, ставьте лайки, оформляйте подписку, оставляйте свой комментарий, что думаете по поводу новой локации и боях в целом. И только вперед с каналом White Legs Company.